среднем каждый человек тратит на это 336 часов своей жизни, расходуя 6,5 калорий в минуту. Мужья, которые делают это перед тем, как уйти на работу, живут на 5 лет дольше, больше зарабатывают и реже попадают в аварии. Это занятие укрепляет иммунитет, препятствует образованию морщин и возникновению кариеса. При этом, как ни странно, 10% людей во всем мире категорически отказываются этим заниматься. О чем пойдет речь? Конечно же, о поцелуе. Вокруг поцелуя возникла целая наука – филематология, от греческого слова «филема» – «поцелуй». И это вовсе не курьез, а вполне серьезная научная дисциплина. Ведь филематологи изучают один из древнейших способов межличностного контакта, возникших в результате человеческой эволюции. Хотя 21 миллион лет назад, когда общий предок современного человека и человекообразной обезьяны произвел на свет первый поцелуй, никакой личности не существовало. Впрочем, личность — это идея исключительно западноевропейской культуры, которая появилась не ранее XVII века. В процессе развития этой идеи возникло представление о том, что личность филогенетически впервые возникла в первобытном обществе вместе с определенным типом социальных контактов, а в современном обществе онтологически формируется приблизительно к 14 годам. Выходит, что поцелуй — разновидность сложнейшего и древнейшего социального контакта, который появился раньше, чем личность, общество, язык и культура. Так что же вообще такое поцелуй? Журнал Evolution and Human Behavior дает такое научное определение. Поцелуй — это неагрессивный целенаправленный орально-оральный контакт с некоторым движением губ или ротовых частей без передачи пищи. Надо сказать, звучит не очень-то романтично. Где-то тут, видимо, и проходит граница между наукой и искусством. Представляете, чтобы Шекспир в таких выражениях описывал поцелуи Ромео и Джульетты? Однако ученых-филематологов это не останавливает. Поведение, соответствующее научному определению поцелуя, они обнаружили у самых разных живых существ. Волков, альбатросов, луговых собачек, белок, коров и улиток. А медведи, так те вообще целуются с языком. Склонны ли медведи к романтизму человеческого типа? Это установить сложно. Хотя мы помним, что медведь в первобытных представлениях фигурировал как, пожалуй, самый человекоподобный персонаж. И эти архаические представления не лишены некоторых биологических оснований. Например, у человека и медведя практически идентичная кислотность желудка. Точно такая же кислотность у гиен и енотов, а вот у наших родственников шимпанзе и горилл она намного ниже. Это говорит о том, что медведи не только целуются, но и питаются как люди. Некоторые ученые даже выдвинули теорию, что ранние гоминиды были пожирателями падали. То есть наши предки изначально были настолько хитроумны и одновременно ленивы, что питались мясом животных, добытых другими, хищными видами. Но и выбирая объект для поцелуя, они тоже были не особо переборчивы. Эволюционисты биологического факультета Оксфордского университета применили к изучению поцелуев широкий эволюционный подход. Они обнаружили, что неандертальцы, вымершие 40 тысяч лет назад, тоже с удовольствием целовались. Причем как друг с другом, так и с людьми современного типа, с которыми периодически скрещивались. Исследователи нашли в их слюне одинаковый тип бактерий, которым они обменивались при контакте. Конечно, знакомые нам приматы, такие как шимпанзе и орангутаны, тоже целуются с себе подобными. Но предки современного человечества демонстрировали явно куда большее разнообразие сексуального поведения, чем мы можем обнаружить в животном мире. Причем к формированию этого разнообразия в какой-то момент подключилась не только биологическая, но и культурная эволюция. Возможно, именно поэтому поцелуй, казалось бы, изученный вдоль и поперек, по-прежнему продолжает оставаться для нас загадкой. Возьмем хотя бы тот факт, что он вовсе не является универсальным человеческим поведением. Поцелуй практикуют всего лишь 46% человеческих культур. К примеру, в Монголии мужчины в знак любви сыновей не целуют, а нюхают их головы.
Поцелуи нравятся не всем. Эту особенность рода человеческого этнографы начали замечать еще в конце XIX века. Так датчанин Кристофер Нироп рассказывал об угро-финских мужчинах и женщинах, которые вместе моются голыми в бане. Но поцелуи при этом считают чем-то ужасно неприличным. А француз Поль Данжуа отмечал, что для китайцев поцелуй в губы столь же отвратителен, как для нас каннибализм. Но на этом странности не заканчиваются. Ведь ни в человеческом, ни в животном мире поцелуи не дают очевидных преимуществ для выживания и размножения. По крайней мере, ученые на данный момент однозначно установить это не могут. Поэтому работы у филематологов не початый край. Им предстоит ответить на множество вопросов. Почему мы целуемся? Какие эмоции при этом испытываем? Как поцелуи влияют на отношения? Какие гормоны выбрасываются в кровь? Почему от поцелуя сердце начинает биться чаще? Почему в одних странах поцелуй – норма и фигурирует в ритуалах и этикете, а в других – верх неприличия? Как поцелуи связаны с ощущением счастья? Как они влияют на уровень кортизола, продуктивность, иммунитет и даже продолжительность жизни? Ответы на эти вопросы носят вовсе не отвлеченный, а вполне прикладной характер. Дело в том, что поцелуй выступает одновременно как диагностический инструмент, социальный клей и нейрохимический катализатор. Целуясь, мы обмениваемся с партнером миллионами бактерий и феромонов. Во время поцелуя наш организм как бы сканирует другого человека, оценивая, насколько тот совместим с нами на генетическом уровне. В природе такие механизмы передачи информации хорошо известны. Насекомые, например, выбрасывают феромоны, подавая сигналы об опасности, наличии пищи или готовности к размножению. Проблема лишь в том, что человек не насекомое, и наличие у него феромонов остается под вопросом. Некоторые ученые полагают, что у людей функцию феромонов могут выполнять выделяющиеся с потом стероидные гормоны. У свиней и грызунов за восприятие феромонов отвечает так называемый вомероназальный орган. По разным оценкам он есть и в носовой полости от 15 до 25% людей. Не очень понятно, почему к феромонам чувствителен нос максимум четверти человечества. Однако, если у человека феромоны все-таки есть, то поцелуй — лучшее, что природа могла бы придумать для управления симпатией и страстью. Не случайно, чем больше мы целуемся, тем больше это занятие нас затягивает. Что неудивительно, поскольку в процессе поцелуя участвует около 30 мышц и 5 пар черепных нервов. При этом в мозг поступает невероятный объем информации от губ, языка, щек, носа, данные о температуре, вкусе, запахе и движениях партнера. Если на схеме коры головного мозга обрисовать области, куда поступает осязательная информация, то особенно много места займет часть коры, связанная с губами. Поцелуй — это сложная комбинация выбросов в кровь гормонов окситоцина и кортизола. Первый участвует в образовании социальных связей, а также в процессе родов, второй — в реакциях на стресс. Интересно, что поцелуй снижает уровень кортизола у представителей обоих полов, а вот уровень окситоцина он у мужчин поднимает, а у женщин, наоборот, понижает. Получается, что девушкам для возникновения эмоциональной привязанности или сексуального возбуждения недостаточно одних поцелуев. Им для этого нужен еще и соответствующий контекст. То, что мы обычно называем романтической атмосферой. Поэтому не дай вам Бог услышать от разочарованной партнерши: «А говорил, что романтик». По данным опросов, проведенных в США, 59% мужчин и 66% женщин прекращают казавшиеся серьезными отношения сразу же после первого поцелуя. Видимо, мозг, считав через поцелуй всю информацию о потенциальном партнере, сигнализирует: «Стоп, это не тот человек, который тебе нужен». Выходит, поцелуй является своеобразным тестом на совместимость, что находит отражение даже в языке. То, что нам известно под названием «французский поцелуй», сами французы именуют «душевным поцелуем». Считается, что когда вы губами и языком касаетесь языка и губ любимого человека, ваши души сливаются. В этом были свято убеждены еще древние римляне.
И тут мы подходим к главному вопросу. Способна ли наука раз и навсегда рационально объяснить нам смысл поцелуя? О принципиальной невозможности этого говорил еще царь Соломон, которого Библия считает одним из мудрейших людей на земле. Он признавался, что не может постигнуть всего лишь 4 вещи: путь орла в небе, путь змеи на скале, путь корабля в море и путь мужчины к сердцу женщины. И если ученым до конца не удается разгадать секрет любви и поцелуя, может быть, это и к лучшему. Согласитесь, намного интереснее жить в мире, где есть место тайне и мистике, но только не для женщин викторианской эпохи, которые во избежание случайного поцелуя носили во рту булавку. И только в том случае, если вы не страдаете филемофобией. Оказывается, есть и такая страшная болезнь — паническая боязнь поцелуев. Поцелуй — это гораздо больше, чем просто романтический жест. Это язык эмоций, биология притяжения, химия чувств и даже инструмент, который помогает нам выбирать близких людей. Возможно, именно поэтому один поцелуй иногда способен сказать больше, чем 1000 слов. Если вам было интересно узнать, почему люди целуются и что на самом деле происходит с нами в этот момент, поддержите это видео. Кто рискнет рассказать свою самую неловкую историю первого поцелуя, расскажите о своем самом эпичном провале. Давайте посмотрим, чей комментарий наберет больше всех лайков. Спасибо, что досмотрели до этого момента.